Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я покажу вам пустые баночки за ноябрь. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Баночек было не очень много, но в любом случае хочу отснять видео и уже выбросить их. Первое, что хочу вам показать, это бальзам с экстрактом ромашки для мытья посуды, нежность рук сорти. Я покупала в магазине Fix Price за 27,50, по-моему. Здесь объем 450 грамм. Ну, зелененький. Аромат мне, честно говоря, не очень понравился. Как-то ромашки я здесь не ощутила. Но в целом со своей задачей справляется хорошо. Мне понравилось, хорошо пенится. В принципе, довольно-таки экономичный, густой бальзам. У меня нет никакой жирной посуды. Я ничего обычно не жарю, крайне редко. Масло использую тоже очень редко. И посуду я мою в основном в холодной воде, редко в горячей. Ну, не знаю, я как бы горячий душ принимаю, у меня так многие подруги делают. Ну, мне как бы нормально. И в целом справляется хорошо, но как будет с жирной посудой, я не знаю. А так мне нравится. Просто буду, скорее всего, брать другие ароматы, хотя, знаете, если я приду в Fix Price и будет только такой вариант, возьму его. В общем-то, не страшно. Следующее, что у меня закончилось, это гель для душа «Мед и молоко» от Исана. Объем 300 мл, привозила из магазина Watsons из Питера. Потрясающий гель для душа, он мне безумно понравился. Он пахнет, ну, не медом именно, а овощиной такой. Получается, знаете, аромат специй даже каких-то. Вообще невероятно такой теплый, уютный. Я аромат меда не люблю, но вот когда пахнет овощиной, просто обожаю. Это был для меня такой осенний аромат. Впрочем, если бы этот гель был сейчас у меня еще в запасе, то я бы и зимой им просто прекрасно бы пользовалась. Потому что он очень теплый, согревающий, при этом не удушает. К моей коже, в принципе, нормально относился, не пересушивал, никаких претензий нет. Очень-очень довольна. Следующее это от Avon Naturals для тела. Зеленый чай, вербена, лосьон, чайная коллекция. Объем 200 мл. Я обожаю серию Avon Naturals, точнее их вот лосьоны такие для тела и спреи. Просто потрясающие продукты. Аромат яркий, такой прям бодрящий. Пахнет зеленым чаем, довольно ярко. Ну и вербена здесь тоже присутствует, но преобладает именно зеленый чай. Ну, в общем-то, он и заявлен здесь в первых рядах. Хорошо разносится по коже, такая средняя консистенция, увлажняет. Ну и аромат какое-то время держится на коже. Вообще пользоваться огромное удовольствие. И бутыльки хорошие такие, симпатичные. Короче, это уже не первый мой пузырек, но с разными ароматами. Я в восторге. Далее закончился у меня от Adidas дезодорант. Антиперспирант 48 часов, Cool Care, Fresh охлаждение. Вот такой вот спрей. Я спреями в основном не пользуюсь. Как правило, да по большей степени я пользуюсь только шариковыми дезодорантами Adidas. А вот такие спреи у меня стоят довольно долго. И в основном я их использую на лето, но не всегда. А когда, ну, очень-очень жарко,
или там в дорогу, ну знаете как, именно не в подмышечную область, а допустим, там, не знаю, могу на спину брызнуть, вот как-то так. Но это бывает крайне редко, потому что у меня не повышенное потоотделение, я преимущественно чаще всего вообще мерзну, поэтому такие вещи идут только на супер жаркую погоду и когда какая-то такая одежда, на которой что-то может быть видно, потому что дезодоранты Adidas, они защищают как от запаха, так и от пота, ну, в общем. А добивала я уже тут последние несколько дней по прямому назначению, но тоже хорошо, не подводил. Куплю потом еще к следующему лету, но я как бы и раньше пользовалась такими спреями редко, но они у меня чуть-чуть быстрее уходили, когда я еще была за рулем, но это было уже очень давно. Я и за руль давно не садилась, и в общем-то, больше не собираюсь. Ну, у меня как действие прав закончилось, я не стала продлевать. Мне это как бы ни к чему. Хотя, когда я была за рулем, мне, в принципе, нравилось. Дальше закончился у меня тоже, в общем-то, ну, как здесь написано, увлажняющая вода для тела, роза и сандал, Faberlic серия оранжерея. Объем 120 мл. Такая вот красивая упаковочка, бутылек. Но мне не понравился аромат. Точнее, тут вообще такая странность. Вообще я люблю аромат розы. В косметике вообще аромат розы обожаю. Сандал также нравится в умеренных количествах. Но здесь, когда я распыляла, вообще спреи от Faberlic, несмотря на то, что Faberlic я очень люблю, так как спреи не содержат спирт, то они трансформируются на теле. А в данном случае даже при распылении отвратительно пахло лаком для волос, поэтому я отправила это средство в туалет как освежитель воздуха. Там отлично работал, потому что он довольно-таки стойкий, аромат сохранялся надолго, хорошо справлялся со своей задачей. Я старалась, чтобы, не дай бог, на тело не попало, потому что очень не нравился аромат. Но вчера вот он у меня закончился, и я открыла, развинтила крышку и поняла, что такой мерзкий аромат только при распылении. Из самого бутылька пахнет очень даже приятно. Там преобладает роза и немножечко очень деликатно ощущается сандал. Но, правда, все равно нотка какого-то лака присутствует. Но, тем не менее, аромат значительно приятнее. Вот, в общем, закончился. Отправляю, так сказать, в пустышки, мнение свое рассказала и выбрасываю. А сейчас я поставила также в туалет аромат ириса и папоротника. Вот, вы знаете, такая же ситуация. Ноток лака для волос там, конечно, нет, но тоже что-то очень неприятное и химозное. Но когда я открутила вот этот распылитель и понюхала аромат непосредственно из бутылька, оказалось очень приятный, такой какой-то ретро-аромат. В общем, так. Короче, капец. Я поняла, что спреи от Faberlic я покупать больше не буду. Но у меня есть некоторые запасы, которые надо использовать. Спреи я предпочитаю от Avon. Вот там вот у меня стоит бутылек. Правда, там сейчас другое средство, но у меня и в запасе, и в использовании спреи есть, и я буду еще покупать. А следующее, что у меня закончилось, это от Novasweet, как всегда. Выравнивающий эссенция тонер с муцином улитки. Выравнивает тон кожи, освежает, увлажняет, улучшает цвет лица. Объем 100 мл. Вот такая милая бутылочка. Как вы знаете, я уже
года 2 пользуюсь этим тонером. Безумно его люблю, потому что он классный. Изначально я купила просто потому, что мне нравится Новосвит, потому что большой объем, невысокая цена, и я использую именно чисто как сыворотку под крем. Ну, и ничего особо я такого не ждала. Но впоследствии оказалось, что все заявленные пункты данное средство исполняет. На каком этапе это получилось, я не знаю, но задумалась я об этом где-то через год после использования, думаю, а делает ли он что-то. И я поняла, что да, действительно он делает абсолютно все. Поэтому менять данный продукт я не собираюсь на что-то другое. Буду продолжать и дальше использовать, могу посоветовать, и знаю, что многим девочкам этот тонер нравится. Хотя также я знаю тех, кому он не подошел. Но мы все разные, поэтому надо пробовать. И использовать его можно по-разному. Можно как сыворотку, а вот как я это делаю, у меня кожа нормальная. Можно использовать как самостоятельное средство, ну, наверное, у кого кожа жирная. Я знаю, как 3-секундный стартер или что-то такое используют. В общем, надо все пробовать, искать какие-то идеальные для себя варианты. Я нашла как бы. Никаких проблем не вызывает. От Avon Care тонус с ароматом банана, крем для рук для всех типов кожи, 75 мл. Тоже как-то покупала, потому что я люблю все в косметике, что связано с бананом. Вот непосредственно сам банан я не то чтобы не люблю, но ем крайне редко, потому что он, во-первых, калорийный, во-вторых, как-то на мой желудок не очень хорошо действует. А вот в косметике я все это дело просто обожаю. Но здесь абсолютно мне не пахло бананом, а пахло ванилькой. Но на первых порах, когда я только приобрела данный продукт, потом у меня полежал в запасе, и когда я его стала уже через где-то год-полтора достала в использование, я поняла, что теперь мне пахнет новым гелем для душа, тоже от Avon, вот этот вот какао со сливками. Ну, то есть аромат спустя некоторое время видоизменился и тоже стал похож на вот отдушку, то, что сейчас новиночки гели появились. Сам же крем замечательный, хорошо разносится по коже, потом можно быстро уже приступать к каким-то своим делам. Нормальный, но у меня кожа рук не проблемная в принципе. Далее, что у меня тут? А у меня от марки «Каждый день» очиститель для обуви лежит, в объеме 150 мл. Цена была какая-то бюджетная, хватило мне надолго, но мне, честно говоря, несколько таких упаковочек. Хороший очиститель, я и уличную обувь могу с ним почистить, и, не знаю, такие вот тапочки для дома, которые вспененные, ну, типа а-ля кроксы. Здесь классная пенка. Ну, вообще, если уличная обувь, тут самое главное, чтобы не было на ней воды, чтобы она была сухая. Тогда брызгаете пенкой, ну и через какое-то время просто можно почистить губкой. Вот, ну, как-то так. Не знаю, хорошее средство. Сейчас у меня еще есть такое, потом буду приобретать. Устраивает и цена, и качество устраивает. Далее. Значит, выбрасываю упаковочку из-под ночной маски витаминки для лица смузи фрукт, манго, чиа, кокос. Подзаряжает энергией красоты. Сейчас эта упаковочка пошла у меня в использование, классно пахнет. Но я уже могу что-то, в общем-то, рассказать, потому что это вторая упаковка. Ну, приятный аромат, и, в общем-то, на ночь использую, утром умываюсь. Ну, в принципе, какое-то действие есть. Не то, что прям вау-эффект, но маска как-то работает. Внешний вид кожи мне нравится. Что тут нам обещают? В общем, подходит для ежедневного применения.
Компоненты. Ну, манго это как такая написана витаминная бомба. Зарядит кожу полезными витаминами, микроэлементами. Ну, возможно, не знаю. Кокосовое молочко питает, увлажняет, больше мягкости, нежности, ну, вполне вероятно, повышает собственную защиту кожи от внешних факторов, сохраняет естественную красоту. Это семена чиа. Ну, тут я ничего не могу сказать. Единственное, что я заметила в 100 рецептах красоты, когда заявлено кокосовое молочко, вообще что-то связанное с кокосом, то аромат, к сожалению, очень быстро начинает портиться. У меня было что-то от 100 рецептов красоты с кокосом, и, к сожалению, очень быстро аромат испортился, прогорк, и я использовала, наверное, на ноги это средство, а может быть даже выбросила, к сожалению. Хотя к косметике от 100 рецептов красоты я очень хорошо отношусь. Вот здесь еще пахнет пока нормально манго, но, знаете, где-то очень-очень отдаленно, а у меня просто... Ну, я очень хорошо ощущаю ароматы всегда. И да, по современным меркам это ценное качество. Короче говоря, я уже ощущаю, что еще немножко, и, наверное, средство начнет портиться, но пока что все с ним более-менее нормально. Поэтому пока использую по прямому назначению, благо баночка небольшая, но вот как-то так. Имейте это в виду. И то, что с кокосом портится, не только я одна заметила. Также выбрасываю упаковку, собственно, как и вот это средство только-только пошло в использование. Зубная паста Биомед, цитрусовая свежесть и забота о деснах. Покупала в Ашане на акции за 79 рублей. Паста гелевая, оранжевая, и пенка такая после получается оранжевая. Пахнет мятой, мандаринами, ну, прикольно. Ну, довольно-таки яркий, честно говоря, вкус. Не знаю, буду ли повторять еще, но, в принципе, эту использую. Вообще, мне всегда нравилось с кокосом. Ну, и плюс то, что она не содержит фтор и прочие штуковины. Но сейчас я к фтору отношусь гораздо проще. Мы это с врачом обсудили. В принципе, он сказал, что ну, как бы, чтобы, ну, конечно, хорошо пользоваться такими пастами, вот фтор содержащими, конечно, когда в воде нет фтора, а вода у нас везде у всех разная, но в целом, чтобы реально фтор нанес вред зубам, сказал, что нужно где-то месяц, а то и больше, не знаю, чуть ли не на ночь наносить эту зубную пасту, втирать и не смывать, так что в целом можно пользоваться. Вот, но, тем не менее, взяла вот эту без фтора, потому что и цена была хорошая, и к пасте я хорошо отношусь. Вот. В общем, сейчас она пока в использовании. Более подробно расскажу потом. А сейчас поподробнее расскажу о пасте Silca Med 175 грамм из магазина Fix Price. Ну, по ГОСТу сделано. Значит, что тут? Травяная зубная паста, целебный чай. Вот такая вот упаковочка. Мне очень эта паста понравилась. Понравилась она по вкусу, по аромату, по свойствам. Хорошо пенилась, хорошо очищала зубы. Вообще никаких претензий. И, наверное, потом покупку повторю. Просто вот сейчас вот эту купила. Да и, в принципе, захотелось разнообразия. Но то, что я покупку буду повторять при ее наличии, это точно. Она, правда, очень классная, не термоядерная. Такая сладенькая, непрозрачная, салатовая. Классная. Мне нравится. Но опять же, мы все разные, кому-то, я знаю, не нравится. Следующее, что закончилось, кстати, большая баночка Чистин с ароматом розы, но тут долго говорить не буду. Средство кажется, что жидкое, на самом деле оно чуть более густое, чем кажется, хотя раньше было погуще. Здесь объем целый литр, пахнет настолько потрясающе розой, что вообще, знаете, если бы такие были духи, цены бы не было. Хорошо очищает, разводов не оставляет, пользуюсь уже очень-очень давно и ни на что менять не собираюсь.
Далее, салфетки закончились из магазина Билла, хозяйственные, влажные. Я покупала за 29 рублей на акции 72 штуки. В общем, классные салфетки, никаких претензий нет, приятно пахнут и хорошо справляются вообще со своими функциями, там, для уборки, для всего прочего. Крем для лица, как водится, от фабрики Свобода Карина, классный. С ним всякие высыпания заживают гораздо быстрее, перестают появляться, то есть это не значит, что они вообще не появляются, но, в общем, хороший гель, увлажняет кожу прекрасно, замечательный. Пользуюсь уже не первый год и буду продолжать пользоваться дальше. Закончились у меня такие вот от Индокитай из магазина Леонардо ароматические палочки. Они очень классные, хорошего качества и приятный аромат у них. Дальше от марки «Каждый день» ватные диски 120 штук. Замечательные, недорогие, с эффектом прошитого края. Когда я их брала, 80 штук были без эффекта прошитого края, но дело не в этом. И те, и другие хорошие, нежные, приятные кожи, и они не махрятся, ничего с ними такого не происходит. Также от марки «Каждый день» станки для бритья одноразовые, кстати, неплохого качества. 5 штук здесь стоят 38 рублей с копейками. Как минимум на одно полноценное использование хватает, а вообще-то и на 2, и на 3 раза. Вот. Дальше. 2 пробника от Алин. Шампунь и кондиционер по 9 рублей с копейками покупала в магазине Магнит Косметик. Просто чисто на пробу. Но вы знаете, что могу вам сказать? На самом деле маленькие пробники. Шампунь я уже об этом знаю. Сначала помыла чистой линией, второй раз вот этим. Поэтому я не могу сказать, пенится он хорошо или нет. На второй раз да, с первого не знаю. Аромат мне не понравился, а шампунь был такой, по-моему, прозрачный. Кондиционер был непрозрачный, тоже неприятно, но как-то по-другому пах. Мне его вообще не хватило, поэтому дальше мне пришлось использовать Шаума. Поэтому в целом тоже не могу ничего такого сказать. Правда, вот этот шампунь точно не делал из волос мочалку, но все равно какое-то средство дальше требовалось. Ну вот, как-то так. По идее, подобные сашетки надо покупать по 2 штуки, а лучше производитель делал больше, потому что по факту это пробник, и мы должны его реально с одного раза, да, как бы распробовать, хотя бы вот какие-то такие базовые вещи. Так, ну и, в общем-то, что? Мешки для мусора 2 штуки. Я их использую для, как бы раньше чисто для мелкого мусора, сейчас для основного. Просто потом завязываю в большой пакет и выношу на помойку. Ну, как-то вот так. Мне нравится. Стоит 8 рублей, по-моему, с копейками. И от марки «Каждый день» пакеты для завтрака. 50 штук. Очень у них смешная цена. Размер 31 на 24. Замечательные пакеты. Пользуюсь тоже ими уже очень-очень давно. Ну что ж, это были все пустые баночки. Если данное видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в мой инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. Смотрите под видео разные интересные ссылки. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.